Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня мы с вами будем говорить о прогнозе на август 2025 года для восходящих Овнов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог. И все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на курс по ведической астрологии, либо ко мне на составление личного гороскопа. И если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае постройте свой гороскоп на то время, которое вам известно, и посмотрите, в каком знаке зодиака у вас находилась Луна и Солнце в момент вашего рождения, в день вашего рождения. И для знака зодиака Луны в первую очередь, для знака зодиака Солнца во вторую очередь, вы тоже можете смотреть прогнозы, они тоже у вас должны неплохо работать, по крайней мере тенденции, они должны у вас тоже хорошо работать. И теперь давайте говорить о тенденциях августа 2025 года для восходящих Овнов. У вас начало такое немножко противоречивое месяца, потому что с одной стороны Марс, управитель всего вашего гороскопа, находится в шестом доме, доме борьбы, доме сопротивления такого труда, рутины, препятствий, а с другой стороны все планеты у вас расположились в домах гороскопа, которые указывают больше на решение каких-то личных дел, домашних дел и так далее. Но первое августовское событие, оно как раз-таки более социальное. 9 августа состоится полнолуние в вашем 10-м доме гороскопа, доме работы и статуса. И полнолуние в 10-м доме гороскопа как раз может говорить о каких-то переменах в работе, о смене статуса. И что такое смена статуса? Это, например, паспорт поменяли, пенсионное удостоверение получили, заявление в ЗАГС подали, стали родителями, стали бабушкой, дедушкой, стали студентом. Это все новый статус. Ну и какие-то могут быть перемены в работе, допустим, там должность, контракт переподписали и так далее. Также полнолуние в 10-м доме гороскопа может влиять и на дом, место жительства и транспорта, то есть какие-то перемены в месте жительства и транспорте, но у вас тут все плавненько перетекает в эту сферу, потому что 11 августа выходит из ретроградного движения Меркурий, как раз в этом 4-м доме места жительства и транспорта, и Меркурий будет до 30 августа еще идти по 4-му дому гороскопа, который отвечает как раз за недвижимость, за транспорт, за место нашего проживания, за отношения с мамой. Выход Меркурия из ретроградного движения может дать какую-то ясность, либо завершение вопросов, связанных с поездками, с переездами, с приездом гостей, либо когда вы с кем-то собирались съехаться пожить. Также это может быть завершение вопросов, связанных с ремонтом, починкой. Тоже точно так же и машины, и каким-то ремонтом в месте жительства, какие-то договоренности с мамой разрешаться, может быть переезд, смена съемного жилья и так далее. 16 августа в ваш 5-й дом гороскопа, в свой собственный знак, в свой собственный дом заходит солнышко, и оно там будет до 16 сентября. Транзит Солнца по 5-му дому гороскопа дает прояснение каких-то вопросов, связанных с детьми, с деторождением, с обучением, с какими-то мероприятиями, может дать вам какое-то выступление на сцене, участие в каких-то публичных, торжественных таких мероприятиях. Также Солнце в 5-м доме гороскопа в целом укрепляет 5-й дом, то есть дает возможность, может быть, у детей какой-то статус или получение каких-то хороших результатов в учебе. Но Солнце будет соединяться с Кету в 5-м доме гороскопа, особенно ближе к концу транзита, то есть в середине, даже чуть-чуть раньше, в начале сентября, у вас могут появляться такие вопросы своей уникальности, поиска талантов своих. То есть, может быть, кто-то будет искать, вот чем бы мне заняться, какое бы мне хобби придумать. Может быть, такая какая-то рефлексия. И поскольку Солнце с Кету соединяются, нужно быть внимательнее к здоровью. Еще вам обязательно именно не перенагружать сердечно-сосудистую систему, не нервничать, не напрягаться.
И могут быть какие-то у вас секреты, связанные с детьми, деторождением, связанные с учебой, связанные с какими-то мероприятиями. Может быть, какие-то мероприятия, кстати, могут отменяться, либо подготавливаться в тайне, организовываться в тайне, допустим, в тайне купить какие-то билеты и сюрприз сделать. С 20 августа по 14 сентября будет просто прекрасный, чудесный транзит на самом деле, потому что в ваш 4-й дом гороскопа зайдет Венера. Транзит Венеры по 4-му дому гороскопа, по вашему гороскопу, это период, когда вы будете вкладывать деньги в дом, в то место, где вы живете, в квартиру, в транспорт. То есть это не значит, что вы покупаете обязательно транспорт, да, или квартиру. Хотя такие тоже могут быть ситуации у кого-то из овнов. В целом для решения вопросов, связанных с транспортом, хороший транзит. Но также это может быть вложение денег с точки зрения там текстиль какой-то, особенно в спальню, подушки, одеяло, там цветы высаживать, что-то такое. Есть вариант, что вы можете с партнером по браку и личной жизни, допустим, с мужем, женой, с парнем, девушкой, куда-то вместе отправиться в путешествие, либо вместе где-то какое-то время пожить, если вы живете по отдельности, либо у кого-то даже съехаться. Но еще один очень такой приятный бонус этого транзита, 4-й дом, это дом внутреннего счастья. И когда Венера идет по 4-му дому внутреннего счастья, мы немножко становимся спокойнее, расслабленнее, мы наслаждаемся жизнью, может быть, где-то наслаждаемся тем местом, где мы живем, либо в целом. То есть это хороший транзит для того, чтобы немножко внутренне успокоиться. 23 августа будет новолуние в вашем 5-м доме гороскопа, в этом самом 5-м доме детей, творчества, обучения. И новолуние в 5-м доме гороскопа может давать какой-то новый этап в жизни детей, у кого-то реально зачатие, рождение ребенка из овнов, у кого-то посещение какого-то мероприятия типа концерта, какого-то выступления и так далее. Либо начало учебы, начало какого-то творческого вашего мероприятия. То есть не мероприятие, может быть, вы создаете какой-то продукт творческий, то есть будете начнете создавать какой-то свой продукт. И с 30 августа по 15 сентября еще и Меркурий зайдет в этот самый 5-й дом гороскопа, и для вас это период вообще большого количества общения. Если у вас есть дети, то большого количества общения с детьми. Если у вас нет детей, есть ученики, то с учениками. Также это период, когда вы можете оформлять документы на учебу, на детей, на какие-то поездки, на какие-то мероприятия. В целом, может быть, организовывать какие-то мероприятия. Очень много информации выяснять про праздники, про концерты. Есть тенденция на то, что вы можете, допустим, если у вас есть дети, опять же, или питомцы, ходить с ними там по поликлиникам за справками, либо по поликлиникам за справками для учебы, что-нибудь такое. И в целом много говорить о творчестве, о политике, может быть, о детях, об учебе, о концертах и так далее. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на август 2025 года для восходящих овнов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.